Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о здоровом питании, о качестве жизни, о том, как поправить свое здоровье без таблеток, а с помощью натуральных продуктов. И сегодня мы с вами продолжим тему витаминов группы В. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Здоровье и счастье через осознанное питание». Дорогие мои друзья, витамин В3. Этот витамин, он называется также ниацин, никотиновая кислота, витамин ПП, а в народе его вообще называют ангелом-хранителем человеческого сердца. Чем же так важен этот витамин? Начнем немножечко с истории. Значит, этот витамин был открыт в 18 веке в связи с одной болезнью, которая впоследствии была названа пелагра. В переводе с итальянского это означает шершавая кожа. Эта болезнь, она началась в связи с большим импортом в те времена кукурузы и кукурузной муки. И люди, которые не имели возможности питаться разнообразно, естественно, получали авитаминоз от вот этой самой кукурузы, которая была не обогащена какими-то минералами, витаминами. И в течение 4-5 лет человек умирал. Эту болезнь пелагра также называли потом болезнь 3D. То есть, как мы можем расшифровать, да? Это диарея, симптомы ее, дерматит и деменция. И вот эти симптомы на протяжении 4-5 лет человек спокойно умирал, к сожалению. Но теперь мы знаем, что это такое, как с этим бороться, и, к счастью, этой болезни практически больше не существует. В Америке, кстати, ее называют 4D, то есть они как расшифровывают это диарея, дерматит, деменция, death, смерть. Но теперь мы говорим, что и как этот витамин воздействует на наш организм. Этот витамин очень важен для центральной нервной системы, для нашего пищеварения. Он участвует в обмене белков, жиров, углеводов, аминокислот, усвоении нашей пищи. Это же водорастворимый витамин, который имеет свойство не накапливаться в нашем организме, то есть он выводится у нас с мочой, поэтому передозировки этого витамина не может быть. Но этот витамин великолепно влияет на наши сосуды, он расширяет сосуды, он улучшает и ускоряет кровообращение, и поэтому, когда мы его принимаем, у вас может быть такое ощущение как бы прилива какого-то жара, или же вы ощутите некое покраснение на коже. Не волнуйтесь, принимайте этот витамин после еды. И это ощущение, которое, вот, как я описала, оно очень-очень быстро уходит. Витамин В3, который мы также называем витамином ПП. Почему он называется ПП? Это предотвращение пелагры. В переводе с английского языка. Так вот, этот витамин самый, он всасывается у нас в желудке, в тонкой кишке и затем кровью переносится в печень, в почки, в наш мозг, именно в те органы, где и происходят все эти самые преобразовательные процессы, восстановительные процессы. Какие симптомы могут у вас возникать при недостатке этого самого витамина В3? Это прежде всего раздражительность, потому что этот витамин влияет на нашу центральную нервную систему, как я сказала. Это какие-то признаки усталости, вялости, упадок сил, потеря вот этой самой работоспособности. То есть вы просыпаетесь уже уставшими и вроде не спали, не отдохнули, вам хочется опять прилечь, настроение плохое, депрессивное, у вас сухость во рту,
изменение цвета языка, а также отечность языка, вы всем недовольны, вас жизнь совершенно не радует, вы не понимаете, что с вами происходит, то есть вы постоянно в каком-то таком тумане. Так же, как при недостатке витамина В1. Помните, да, вот эти симптомы? Это тоже связано с недостатком витамина В3. Такие же симптомы, как диарея, соответственно, шершавость кожи, зуд кожи, это тоже те же самые симптомы, относящиеся к недостатку этого самого витамина В3, ПП или же никотиновой кислоты. Где мы можем найти эти, или откуда мы можем взять этот самый витамин В3, если мы говорим о продуктах питания? Это, конечно же, арахис, это всевозможные орехи, это брокколи, это свекла, это морковь, это помидоры, зеленый горошек. Из животного происхождения продуктов печень, говяжья печень, куриная печень, птица, яйца, сыр. Все это мы можем потреблять. Но, тем не менее, рыба, конечно же, тоже, если мы говорим о животных, да, продуктах. Но для того, чтобы восстановить вот эту или взять вот эту полную дозу этих продуктов, вам нужно будет очень и очень много съедать этих самых продуктов питания. То есть, конечно же, лучше, если вы ощущаете вот эти недомогания и те признаки, которые выше перечислила, лучше проконсультироваться с вашим врачом и сдать какие-то анализы крови и затем пропить курс витамина В3. Кстати, в давние времена, до того, как были открыты статины, которые сейчас всем абсолютно советуют именно тем пациентам, у кого повышен холестерин, раньше именно В3 витамин рекомендовался людям с повышенным холестерином. Почему? А потому, что витамин В3, он снижает уровень плохого холестерина в крови и повышает уровень хорошего холестерина в нашей крови. Поэтому, если у вас есть проблемы с холестерином, проконсультируйтесь опять же с вашим врачом лечащим и предложите ему, если он вам будет говорить, что вам нужны статины и все, пропить вот именно хотя бы один курс этого самого витамина ПП или П3 или никотиновой кислоты. Кстати, этот витамин также очень полезен для людей, которые больны диабетом. Почему? Потому что практика показывает, у всех практически больных диабетом людей обязательно повышен также и холестерин. И поэтому этот витамин, как пищевая добавка, будет очень кстати всем диабетикам. Так что, дорогие мои друзья, прислушайтесь к моим советам, подумайте, проанализируйте, прислушайтесь к своему организму, какие у вас симптомы есть, или же вы подозреваетесь в каких-то там заболеваниях или в недугах. Напишите все это на бумажечке, придите к своему лечащему врачу, расскажите о ваших симптомах и проконсультируйтесь, поговорите о том, может быть, вам и нужен именно этот самый курс волшебного витамина В3. И ваше здоровье восстановится, и вам станет гораздо лучше. Вы станете себя лучше чувствовать, у вас появится энергия. Почему? Потому как, когда у нас эта нехватка витамина этого В3, как я уже ранее сказала, нервная система – это наша когнитивная способность, память – это все взаимосвязано. То есть особенно этот витамин, нехватка его, она происходит во второй половине нашей жизни. То есть когда мы уже там за 60 лет, и вы уже можете там что-то где-то забывать, ой, включила я или выключила я плиту, закрыла я дверь и поехала я дальше и так далее. Вот эти вот все эти способности, они с годами у нас, к сожалению, как бы утрачиваются, мы теряем эту память. И это также может происходить в связи с тем, что
у вас есть эта самая нехватка витамина В3. Этот витамин также понижает великолепно давление. Но я хочу дополнить, что те люди, которые принимают таблетки, снижающие, понижающие наше артериальное давление, им ни в коем случае нельзя принимать витамин В3 без, опять же, консультации с вашим лечащим врачом. То есть здесь это очень тонкая грань, и мы не должны как бы идти и заниматься самолечением. Предупреждение Альцгеймера. Этот витамин также способствует тому, что мы за счет того, что активируем нашу мозговую деятельность, память, есть такой шанс отсрочить или вообще предупредить эту болезнь. Дорогие мои друзья, спасибо, что вы были сегодня. Я постаралась изложить информацию очень-очень кратко, сжато, как мне кажется. Я не уходила в дебри, говорила очень простым языком и надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Ну а в следующий раз мы с вами поговорим опять же о витаминах группы В, но мы уже поговорили о витамине В1, В3. Теперь мы затронем в следующий раз витамин В6. Спасибо, мои дорогие, что вы у меня есть. Спасибо, что меня смотрите, поддерживаете мой канал. Спасибо за ваши комментарии и до новых встреч. Всех вас очень люблю. С вами была ваша Виктория. Пока!